Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжила наступательные действия и взяла под контроль дорожное направление Яровая-Красный Лиман-Приволье. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики провели успешные наступательные действия, продвинулись на 8 километров и взяли под контроль населенные пункты Новокрасновка и Красновка. Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наступление, действуя смежным флангом с подразделениями ДНР, и взяли под контроль населенные пункты Благовещенко, Синяя гора, Петровская, Шевченковская, Сладкая Балка, Ильчинково, Очерватая и Новопокровка. Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими вооруженными силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний. Прибывшие на Украину иностранные наемники совершают диверсии, налеты на российские колонны техники и подвоза материальных средств, а также прикрывающих авиацию. Именно они на распространяемых в соцсетях украинскими спецслужбами пропагандистских видеороликах уклоняются от попадания в кадр телефонов якобы местных жителей. Все атаки иностранных наемников осуществляются с применением поставляемого Западом киевскому режиму оружия. Речь идет о противотанковых комплексах «Джавелин», «НЛОУ» и переносных зенитных ракетных комплексах «Стингер», на освоение которых требуется серьезная подготовка. Военной разведкой США развернута масштабная агитационная кампания по набору контрактников ЧВК для отправки на Украину. В первую очередь вербуются сотрудники американских ЧВК, Академии, Кьюбик и Дин Корпорейшн. Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины. Командование французского иностранного легиона планирует направить военнослужащих, этнических украинцев, для помощи киевскому режиму. По заявлению Зеленского, на Украину ожидается прибытие около 16 тысяч иностранных наемников к уже имеющимся, чтобы компенсировать сокрушительные военные провалы украинских силовиков. Для них официально вводится безвизовый режим. Только на минувшей неделе через Польшу прибыло около 200 наемников из Хорватии, которые влились в один из батальонов националистов на юго-востоке Украины. Сегодня в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве. Военному атташе было указано на незаконную деятельность гражданина Хорватии Дениса Шеллера, участвовавшего в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 году и формирующего отряды хорватских наемников для отправки на Украину. Обратили внимание, что нам известно о прибытии на Украину около 200 хорватских наемников. Хочу официально подчеркнуть, все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного. Самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, это привлечение к уголовной ответственности. Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистический режим, 7 раз подумать перед поездкой.